все чаще приходится наблюдать, как на территории Российской Федерации многоконфессиональной и многокультурной страны с преобладающей православной традицией возникают вопросы, на которые ответа нет и, возможно, не предвидится. Так, в Астрахани студентов пригласили под предлогом встречи с важными гостями на шариатскую проповедь. А в одной из школ Свердловской области русских детей превратили в узбеков. Жители Екатеринбурга пожаловались в соцсетях на автобус со странными надписями на арабском. Между тем сообщается, что у мигрантов появилась своя полиция. Что происходит с Россией? Обо всем этом мы и поговорим в этом выпуске. Астраханский медицинский университет преподнес студентам неожиданный образовательный сюрприз. Вместо лекции по медицине учащимся предложили ознакомиться с исламом. Если вы хотите узнать ислам, то приходите в мечеть, там вам все расскажут. Эта фраза, кажется, подвела черту под тем, что происходило в актовом зале. Ситуация складывалась следующим образом. Студентов пригласили под предлогом встречи с важными гостями. Но кто мог предположить, что вместо опытных медиков или известных ученых на сцену выйдут имамы? Их выступления касались шариатских ценностей, а не вопросов медицины или науки. Этот неожиданный поворот всерьез заставил студентов задуматься, они пришли учиться на врачей или на религиозных деятелей. Студенты ожидали увидеть все, что угодно, кроме шариатских проповедей. Учебное заведение должно было стать местом, где говорят о новейших достижениях медицины, обсуждают методы лечения и диагностики и пропагандируют общечеловеческие ценности и этические нормы. Однако все оказалось по-другому. Имамы, словно профессиональные лекторы, внушали студентам, что медицинское образование должно включать знания об основах ислама. Почему в светском государстве так активно навязывают религиозные традиции? В нашей стране проживают представители различных конфессий, и каждый имеет право на собственные убеждения. Возникает вопрос, уместно ли проводить религиозные проповеди в государственных вузах, готовящих будущих врачей? Россия по Конституции – светское государство, и образовательные учреждения должны оставаться свободными от навязывания любых религиозных взглядов. Основная проблема религиозных лекций в стенах университета заключается не только в том, что они отнимают у студентов-медиков драгоценное время. Важно и то, что это вторжение в пространство предназначено исключительно для учебы. Любое навязывание религиозных убеждений в образовательных учреждениях вызывает вопросы, а не нарушается ли светская природа обучения. Мы пришли учиться медицине, а не основам шариата. Такова была реакция многих студентов после завершения встречи. Эта фраза как нельзя лучше отражает общее недоумение и растерянность аудитории. Возникает резонный вопрос, кто и зачем решил внезапно изменить курс обучения будущих врачей? Многие обеспокоены, подобные сюрпризы могут стать обычным делом. Что это, единичный случай или новая тенденция? Вопрос остается открытым, но подобные события наводят на размышления. А теперь перенесемся в Свердловскую область. Жители Екатеринбурга пожаловались в соцсетях Следственного комитета России по Свердловской области. Заметили автобус с весьма провокационной надписью. Под арабскими символами есть следующие слова: «Каждая душа вкусит смерть». Пассажиры боятся ездить на таких шахид-мобилях. В доказательство своих слов горожане прикрепили фото, с виду обычный зелененький автобус, каких в Екатеринбурге много. Но под последними окнами действительно есть странная надпись на арабской вязи. Кто, зачем и как ее написал на общественном транспорте, непонятно. Однако человек этот явно хотел донести свою мысль не только для знающих арабский, а для как можно большего круга лиц. Так как снизу написан перевод, который и напугал местных жителей. Екатеринбуржцам ответил старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью СУСК России по региону Александр Шульга. Подобного рода информацию вы можете направлять в УФСБ области. Для организации необходимых оперативно-технических мероприятий по указанному вопросу можно также обратиться в ГУ МВД РФ по Свердловской области, в том числе по телефону доверия. Таким образом, в Следственном комитете дали понять, что заниматься этим вопросом не будут. Тогда екатеринбуржцы сообщили об автобусе в прокуратуру и полицию. Отреагировали ли другие ведомства, пока неизвестно. Тем временем фото с депрессивным автобусом, как его уже прозвали в соцсетях, разлетелось по интернету. Вот как комментируют его люди. А что такого? По факту, это единственное, что нам всем гарантировано. Главное, чтобы потом пассажиры этого автобуса не плавали в реке, уже забыли фонтанку. А в остальном, как пишут некоторые комментаторы, ничего такого. Это угроза? Я бы восприняла данную надпись именно так.
Сразу мысли о теракте страшно. Это запугивание населения. Никаких надписей на арабском и любом другом иностранном языке не должно быть в общественных местах. Так что же это за фраза такая? Откуда она? Кто-то написал, что арабская пословица. Кто-то, что это строчка из Корана. Вторые правы. Вот так звучит это шариатское предписание. Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех, а земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением. Смысл понятен. Впрочем, от знания его горожанам легче не стало. А вырванная из контекста фраза может быть и вовсе воспринята неоднозначно. Как-то никто не замечал, чтобы заповеди из Библии были написаны на общественном транспорте. Разве гастарбайтерам разрешено пропагандировать здесь ислам? Но это не единичный случай, не русские надписи уже повсюду. Понятные лишь мигрантам надписи распространяются по России. И не только на транспорте, но и, например, в кинотеатрах. Жительница Москвы пришла в ТРЦ Маркос Молл, что в районе Алтуфьево, и удивилась. Кинотеатр «Мир» перенес ее прямиком в Киргизию. На одного местного здесь приходилось человек 30 киргизов. Сначала я решила, что, возможно, проходит какой-то фестиваль, но ситуация оказалась более интересной, рассказывает девушка. Она подошла к афише, чтобы узнать, какие фильмы сейчас идут. И узнала, что для нее там ничего нет. Все выходные кино только на киргизском языке и афиша соответствующая. На вопрос, а есть ли что-то на русском, нам предложили выбрать любой сеанс с русскими субтитрами. Вот такой компромисс. Представляете? С русскими субтитрами для русских зрителей в Москве. Как оказалось, это теперь всегда так, просто милая особенность местного репертуара. А ведь мы раньше с мужем часто ходили в этот кинотеатр, с сожалением добавляет девушка. На фоне всего того, о чем мы говорили, весьма интересно решили отметить День народного единства в одной из школ города Каменско-Уральского Свердловской области. Ее учеников нарядили в узбекские национальные костюмы. Нужного количества уроженцев этой страны в учебном заведении не нашлось. И руководству пришла в голову идея превратить в узбеков местных школьников, комментируют события авторы канала о мигрантах. Одними нарядами не отделались. Родителям учеников велели готовить узбекские национальные блюда, чтобы представить культуру народа. Судя по фоторепортажу с праздничного мероприятия, коренные узбеки среди учеников действительно есть. И они могли бы лучше рассказать о своих традициях, представить страну. Но почему русским детям велели притворяться узбеками вместо того, чтобы напечь блинов? Почти у каждого в семье есть представители разных народов. Было бы куда интереснее рассказать о них. Детям важно знать свой род. Но в школе решили, что всем надо знать об узбеках. Директор этой школы Мария Орлова внимательно слушает доклад одной из узбечек. Это она перекинула для третьеклассников культурный мост между Каменском-Уральским и Самаркандом. Основными особенностями характера узбекской семьи являются гостеприимство и традиционно почтительное уважение к старшим по возрасту, зачитывает девочка. Дальше пошли подробности. Копнули глубоко. Детям велели доложить о племенах, откуда идут корни узбеков, сагдийцах, хорезмийцах, бактрийцах и саун-масагетах. Эти древние народы, жившие еще до нашей эры, вдруг стали частью учебной программы в обычной русской школе. Кульминацией мероприятия стал, конечно же, рассказ о главном блюде – плове. Последние пару лет ни один праздник в нашей стране без него не обходится, ни День России, ни Масленица. Вот и в День народного единства новую традицию соблюли. Фото с праздника попали в интернет. Пользователи соцсетей возмущены. Зачем русским детям на День народного единства рассказывать о племенах, которые жили на территории других стран? Мне всегда казалось, что этот праздник посвящен нашей стране. Эта школа не единственная отметила праздник так. В одном из детских садов города Копейской Челябинской области провели подобное мероприятие. Готовились ответственно. Еще за месяц родители получили в чате сообщение от воспитателя, что все должны на один день стать узбеками. Уважаемые родители, приближается День народного единства. Наша группа представляет нацию узбеки. Мы с детьми готовимся, на хореографии ставим танцы и готовим костюмы. Ваша помощь тоже нужна. Будет организована ярмарка. По желанию, нужно приготовить узбекские национальные блюда, из опыта лучше раскупают сладости. Также нужны желающие продавать все приготовленные блюда. Не всем родителям пришлись по нраву такие ролевые игры. Они пожаловались общественникам.
Организация «Северный человек» написала в своем телеграм-канале. Интересно, а в Узбекистане есть такой день и представляют ли там группы русских? Подписчики паблика тоже не промолчали. А это точно интеграция мигрантов в наше общество, а не наоборот? Но есть и хорошие в кавычках новости. Весьма странная инициатива реализована в нескольких городах России. Там были открыты представительства МВД Киргизии. Выходит, теперь у мигрантов своя полиция? Работают такие представительства МВД Киргизии в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Заявлено, что они будут защищать права мигрантов. Звучит красиво. Но возникает недоумение, зачем нужны отдельные представительства иностранного ведомства на территории России? Неужели российские правоохранительные органы не справляются со своими обязанностями? И кто в таком случае будет защищать права россиян в конфликтах с мигрантами? Эта инициатива вызывает много вопросов. Не является ли она способом легализовать тех, кто находится в стране незаконно? Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!